Доброе утро, друзья. Вообще неохота вставать. Я проснулась часа полтора эдак назад. Вообще неохота вставать. Солнца нету. Холодрыга. Жесть. Я говорю, где наше солнце? Алексей говорит, приходите летом. Алексей собрался. Включим обогреватель. Да, нет. Мы живем в рамках экономии. Лучше одежды побольше. Наш термометр показывает стабильно. 24. 20? Нет, Нет, он 24 показывал. 24 показывает, да. Сейчас 24? 24, да. У него Да он сломанный, короче, этот. Выкиньте его. Или за борт его. Может, он в холодрыге начнет что-нибудь адекватное показывать. Вот сюда, на нижнюю часть этого. Тут кто-то корпус расколол этого термометра. Ну, так маленькие ручки не для скучки есть. Тут у нас пара такая. Пара Туда поставлю. ручек не для скучек. Ох, на балконе холодрыжка, зима. Ну, я не скажу, что прям вот, этот, как его, Не, ну, уши отвалятся 20, сейчас. Да, ну, уши не отвалятся. Уши не отваливаются, и Ну, шапку лучше одеть. 15 градусов тут далеко-далеко не 15 градусов. Я бы вот я стою в одной ночной сорочке, я бы сейчас сказала бы, ну, может, градусов 18 точно есть. 18, а то и 19. Потому что для меня, например, в комнате комфортная температура 23-24. Вот. Но учитывая, что сейчас попрохладневело, наверное, около 18-19, я так думаю. Вот. Термометра у нас, как оказалось, адекватного нет. Поэтому сказать мы вам точно не можем. По ощущениям 18-19 градусов в квартире. В принципе, я не знаю, ты в кофте мерзнешь? Да. Я одеваю свой теплый халат, одеваю свою безрукавку, одеваю, если подштанники и носки. Порой я даже начинаю запариваться. Порой мне прям жарко становится. Ты эти не купил? Не заказывали ничего. Печенье я заказывала тебе мукбанг снимать. Я в эти не ходил никуда. Просто подожди, если ты печенье принесешь, мы можем сейчас мукбанг снять. Потому что сколько уже этой икре, надо ее как-то угнать уже. Ее можно просто так угнать, но если мы совместим приятное с полезным и снимем на нее мукбанг, то это же будет прекрасно. Замечательно. Поэтому чай мы твой потом по микроволним, шуруй в магазин. Не пойду, я нафиг не нужен мне. Иди. Магазин. В общем, вот такой у нас холодный денек. Время 12 часов 20 минут. Холодрыжка. Мерзнем. Отопление не включаем с целью экономии. Вот. Но оно и нет надобности. Мое мнение, нет надобности. Оденьте кофту лишнюю. Оденьте носки теплые. И будет вам счастье. В кофте. Я сейчас планирую одеть еще одни носки и еще одну кофту. Ну вот, есть же решение. Афет olsun. Ой, блин, аж до слез. Короче, мы сейчас читаем ваши комментарии. У людей истерика, именно вот от смеха истерика. Да, Алексей, как ты людей сильно насмешил? Короче, в предыдущем видео Алексей занимался смешуткой домашними заданиями. Чтобы узнать, как переводится то или иное задание, он читал этот текст в переводчик. Всем было так смешно до истерики. Реально, я сама там укатывалась, вся в слезах от смеха была. Вот, а он еще такой, с таким серьезным видом это все делал, а потом говорил, на переводчик ругался, вот гад, откуда, говорит, он такие слова, говорит, взял? Сам говорю, читаешь, не пойми как, а переводчик, гад, откуда такие слова написал? С алексеевских слов. Вообще, такая ржака. Почему-то ты не воспользовался сканером, Алексей, почему? У меня нет сканера в телефоне. В телефоне у него нет сканера, и поэтому ему пришлось весь текст, короче, зачитывать в переводчик. У меня не приложение, у меня браузерная версия стоит.
браузерная версия у него. Вот. И сидит с таким серьезным видом, читает. Мы там усыкаемся, смеемся, аж за животы с Мишей хватаемся. Так он еще потом сидит, проверяет то, что переводчик написал с его слов, и говорит: вот гад, откуда он такие слова понахватался? Ой, вообще ржака, не могу. Короче, мы тут закрыли все занавески, потому что не то чтобы дует с окон, у детей тоже все закрыто вот так. Не то чтобы дует, но все равно тепла это самое. Отдача через стекло хорошая, поэтому оттуда заходит так или иначе холод с балкона, а от нас тепло туда уходит. И мы закрыли все занавески, закупорились, заэтосамовались, включили вот такой вот свет, подсветку, и сидим в такой интимной обстановке вдвоем. Романтик, только персонаж мужского рода в нашей романтической истории сидит ко мне спиной и смотрит какого-то там Урганта, вот, или кого-то там. Это реклама нового сезона «Маски». 13 февраля. Понятно. Мы смотрим все в записи все равно, Ну да. Хороший, в принципе, передача «Маска». Сегодня рынок, я не знаю, может, Алексея одного отправлю, а сама рецепт буду снимать. Что-то опять все пошло не по планам. Я планировала утром не спать, встать пораньше, снять один рецепт, потом мукбанг, потом второй рецепт. Но что-то время уже 2 часа дня, все пошло не по планам. Я еще ни один рецепт не начала. Буду сейчас рецепт, короче, снимать. А на рынок, наверное... Вот, я еще хотела в промежутках между рецептами на рынок сгонять с Алексеем. На рынок, наверное, Алексея одного отправлю. Он все равно сегодня пойдет за детьми, потом будет гулять там 1,5 часа, пока дети будут заниматься на тренировке тэквондо. Вот, и поэтому... пойдет на рынок, купит по моему списку. Я вообще хочу сама пойти на рынок. Ну, может быть, я в четверг пойду или в субботу. У нас 3 дня в неделю рынок, вторник, четверг, субботу. Вот. И хочу просто глазами поторговать вообще, какие цены, какие эти, видео вам снять. Наверное, я сделаю это позже, потому что сегодня надо снимать рецепты. Такие дела. Алексей у меня уехал за детьми. Я подняла стулья. Завела робота, он пропылесосил, не идеально, конечно, пропылесосил, сейчас надо будет, базу ищет, видите, он. Вот что мне нравится, что его один раз запустил, и если нет, в этот раз, конечно, Миша мне подляну устроил со своими этими пулями от нерфа. Если не валяются под диваном нигде пули нерфа, то он не выдает никакой ошибки, робот, то он пропылесосив, просто потом идет на свою базу. Видите, написано база. То есть не надо его там искать, возвращать, на зарядку устанавливать. Он походил по квартире, поубирался и встает, возвращается на свою базу самостоятельно. Но убирается он не идеально. Вот смотрите. Мусоринка. Вот мусоринка. Короче, за ним надо пройтись. Единственное, что мне нравится, то, что это он пыль с полов собирает. То есть он под кроватями всю эту пыль в себя заглатывает. Вот. И иногда вот эту пыль вот такими вот кусочками выплевывает на полу, короче. Вот. После него я просто иду вот этой шваброй, вот этой метелкой просто иду. Все эти клубочки, что он тут понавыплевывал, собираю. И дома получается чисто. В принципе, до воскресенья. В воскресенье у Олега влажная уборка. В принципе, до воскресенья нам хватает. Дома чисто относительно. Такие у нас дела у меня. Я сейчас пособираю вот эти хархарушки. Видите, они по всей квартире. Эти хархарушки. После робота. Сейчас пособираю их и уже начну снимать рецепт. Картошку я начистила. Алексей мне сказал грейпфрут покушать. Но что-то я не знаю, хочу ли я его или нет. Слушайте, знаете, что заметила? В Турции никогда не было еще, чтобы мы купили полусухой апельсин или грейпфрут. Вот они все вот такие сочные-сочные. Вот это вот прям вообще большой-большой плюс. Очень жалко, что у нашего Мишутки на цитрусовые аллергия. Мы вообще, честно говоря, не поняли, на что аллергия. Но на что-то была аллергия, потому что он ограничил себя в сладком. Вот эти, видите, вишни речели, это вишневое варенье. И тут еще в холодильнике полным-полном варенья, которое
приносит нам Мишутка со школы. Вот, смотрите. Речели, вот тут, видите? Это у нас что? Чилек, кайси, еще один чилек, вишне опять, чилек и чилек. Вот эти все вареньки, он, короче, мы ему, ну, попросили его не кушать сейчас пока сладости, и он их носит домой. И мы их складываем вот так в холодильник. Как-нибудь соберемся с Алексеем, мукбанг для вас снимем. С этими школьными вареньками. Вот. И у меня еще здесь на дверце хранится чеснок. Вот так. Вот как-то так, короче. Ладно. Да, вот что хотела сказать. Мы так и не поняли, на что у него аллергия, но он перестал есть сладости, перестал есть шоколад, перестал есть цитрусовые. И сейчас уже практически выздоровел. Заживают последние у него эти кругляши, точечки. Но очень-очень жаль, что если аллергия все-таки у него на цитрусовые, потому что это так вкусно, это так полезно, это так сочно. Посмотрите, какие здесь грейпфруты. В Подмосковье, я не знаю, не буду обобщать и говорить про всю Россию, но в Подмосковье очень частенько покупаешь, разрезаешь, а там полусухой апельсин. В основном полусухие апельсины нам встречались. Потому что апельсины мы все-таки больше любим, чем грейпфруты. Грейпфруты покупали всегда реже. А апельсины так расстраиваешься, потом сидишь и так грызешь сухой апельсин, ну, вообще не камильфо. А здесь, в Турции, никогда, ни разу мы еще не открывали сухой апельсин. Всегда вот он вот такой сочный. Супер. Не было не вчера, потому что вы их вчера их смолотили, пельма, кормозы. Kırmızı elma sağ dolapta yok mu? Разобрались. Ты с морозилки его достал? Да. А как ты его кушал? Пришлось подогревать аккуратно. А как ты его нарезал? Как? Обычно. Он же морозовый был. Нет. В смысле нет? Я добился такое состояние, чтобы он был мягким. А ты его целиком куском, что ли, размораживал? Да. Понятно. Вон я арахисовую пасту спустила, завтра можешь открыть. Не экай, жмот. В общем, мы собираемся снимать мукбанг. Алексей подготовительные работы ведет. Алексей, на гарнир что возьмем? Например. Подумаем. Михаил, я включила камеру. Расскажи, как ты выучил эти числительные. Какие? Ну, по-турецки давай. 1. Ну, по-турецки, Миша. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ну, так, чтобы людям понятно было, Миш, помедленнее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Олег, иди Верни. помоги папе. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, Бин. Бин, молодец. Олег. Миллион. Миллион. Иди к нам. Расскажи зрителям, как ты выучил. Иди к нам. Сейчас. Расскажи, пожалуйста, зрителям, как ты выучил месяца. Ну, это январь, Ocak, февраль, Шубат, март, апрель, Нисан, май, Майрис, июнь, Харизан, Хазиран. Хазиран, все еще путаю, да, прошу прощения. Июль, Темюз, август, Аустос, а дальше все легко и просто. Июль, сентябрь, Эким, октябрь, Касым, ноябрь, Аралык, декабрь. Молодец. У него очень отличная память. У Миши тоже. Просто без перевода турецкие давай. Просто Да. Ocak, Шубат, март, Нисан, Майрис, Хазиран, Темюз, Аустос, Июль, Эким, Касым, Аралык. Молодец. Дни недели. Пазартеси, Салы,
Чаршамба, пайшамба, джума, джуматаси, пазар. Молодец, счет. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. Молодец. Михаил, ты месяца нам можешь рассказать? Нет, давай тогда дни недели. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Руку убери. Yaşamba, Pazartesi, Cuma, cumartesi. Давай еще раз, громко. Руку убери. Pazartesi, Salı, Cumartesi, Нет, Это не чаршамба. не понял, Чаршамба после салы. Не трогай это, пожалуйста. Не трогай это, пожалуйста. Давай заново. Çarşamba, Заново. Давай. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Джу. Cumartesi, Pazar. Счет давай. Я же уже говорил. Еще раз. Это я тебе сардин снимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, миллион, Миллиард. миллиард. Окей, молодец. Ну что, друзья, время у нас уже 0:45. Посудомойку Алексей уже почти всю затарил. Сейчас мы ее загрузил. Сейчас мы ее поставим мыть. Посудку я вытащила на завтра. Буду 2 рецепта снимать. Один дана кейма, это говяжий фарш. И куриные бедрышки. 2 рецепта буду снимать для вас. Здесь у нас вымытый лучок хранится. До утра ему ничего не будет. Утром я его буду использовать в рецепт. Вот. И хотела вам показать. Мишутка наш умничка. Решил тест по английскому языку. Ответил на 36 вопросов. На 35 вопросов из 36. Вот. В одном вопросе ошибся, но учительница сказала, что ставит ему все равно 100 баллов. Вот, смотрите, я его спрашиваю, вот это вот Ресме, Гюре, Ашадаки, читаешь ли ты сами вопросы и понимаешь ли ты их? Он говорит, нет, я смотрю на картинку, ориентируюсь по картинке и читаю по-английски. Вот в этом вопросе он допустил ошибку, здесь мальчик сидит за учебниками, надо было отметить let's study, давай учиться, а он отметил, давай слушать музыку. Let's eat pizza. Вот здесь ошибся. Все остальное ответил правильно. Не знаю, как он так умудрился, но он большой молодец. Вот, что-то даже разукрашивал тут. Он большой молодец. Учительница его тоже похвалила и сказала, что решил он тестирование на 100 баллов. А я достала тоже учебники, занимаюсь. Тетрадку я вам уже показывала. Вот эту книжку нам подарила наши подмосковные друзья. Леночка, спасибо огромное. Пользуемся активно. Грамматику уже почти всю прочла. Вот у меня здесь закладочка, видите. Вот. Грамматику почти всю прочла. Много этих разговорников попрочитывала. Алексей с детьми эти... В словаре слова поучили. В общем, активно вся семья пользуется вот этим турецким за 30 дней. И достала еще вот такой английский. Грамматика. Вот. Пока ее еще особо не читала, но вот эти вот предложения, что по-английски написано, в принципе, все понимаю, что здесь написано. Понимаю, как они строятся. Не знаю, нужна ли мне эта грамматика. Но попробую почитать. Пока мне что-то было не очень интересно. Больше вот я с этой книгой развлекалась. И с новыми словами у меня здесь в продолжение моей тетрадки теперь словарик. Я здесь записываю новые слова.
учу. Очень интересно. Вот. И что еще? Все. Учу английский. Это мой ежедневник, где я тут рецептики свои записываю, какие чего снимаю, какие уже отсняла, какие планирую снимать и так далее. Мой ежедневник. Все, и мы уже укладываемся спать. Алексей домонтирует видео, сейчас тоже уложится спать. Дети давно спят, утром рано опять вставать в школу. У детей, кстати, скоро каникулы. Я говорю, почему так много каникул? У них 2,5 недели. В четверг последний день, вот считай, эта неделя получается до конца, и еще 2 полные недели у них будут каникулы. Ужас, ужас, ужас. Я очень надеюсь, что все эти 2 недели мы проведем продуктивно за изучением турецкого языка. На днях я сниму для вас видео-сюрприз, который я обнаружила для себя, изучая турецкий язык. На днях я запишу специальное видео, прям сяду, возьму листочек, маркер и с вами тоже своими знаниями поделюсь. Такие у нас дела. Ну а этот влог уже будем заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, приходите еще.